В начале 2023 года в женском исправительном учреждении штата Огайо произошел инцидент, который шокировал не только руководство учреждения, но и вызвал волну обсуждений в СМИ и правозащитных организациях. Несколько женщин, находящихся в условиях строгого режима, сообщили о беременности. Что особенно поразило общественность, все они содержались либо в одиночных камерах, либо в изолированных блоках с ограниченным доступом к другим заключенным. Это обстоятельство сделало ситуацию еще более странной и требующей немедленного расследования. Изначально руководство тюрьмы предположило, что речь идет о возможной медицинской ошибке. Недостоверные результаты тестов, гормональные сбои или ранее начавшиеся беременности, не выявленные во время приема. Однако чем больше появлялось фактов, тем очевиднее становилось, что в учреждении были допущены серьезные нарушения внутреннего порядка. Одной из пострадавших оказалась заключенная по имени Джессика Мур. Она уже отбывала 4-й год из назначенных 7 за преступления без применения насилия. Джессика работала в тюремной библиотеке по программе реабилитации, в рамках которой к волонтерским работам допускались также мужчины из мужского блока, расположенного на соседней территории. Взаимодействие между заключенными противоположного пола разрешалось строго в присутствии сотрудников, при включенных камерах и только в специально оборудованных помещениях. Но фактически из-за нехватки персонала и технического износа оборудования контроль за происходящим был слабым. Камеры, установленные в библиотеке и подсобных помещениях, часто выходили из строя, а охранники не всегда соблюдали требуемый порядок сопровождения. Этим и воспользовались как заключенные, так и, возможно, некоторые сотрудники учреждения. Расследование, инициированное после анонимной жалобы, выявило тревожные факты. На протяжении нескольких месяцев женщины и мужчины из разных блоков встречались в так называемых нейтральных зонах библиотеки, прачечной и технических помещениях, где отсутствовало видеонаблюдение или оно не функционировало. Более того, журналы посещений и внутренние документы оказались недостоверными. Были обнаружены случаи, когда фамилии участников встреч не совпадали с утвержденными графиками. После анализа уцелевших записей с камер и опросов сотрудников выяснилось, что минимум 3 охранников сознательно игнорировали правила, а в 2 случаях были замечены признаки прямого участия или пособничества. Некоторые женщины признались, что подверглись принуждению или угрозам, но отказывались говорить открыто из страха за собственную безопасность. Когда результаты внутреннего аудита стали достоянием общественности, правозащитные организации и юридические фонды потребовали немедленных действий. Руководство тюрьмы вынуждено было признать административную халатность. Несколько сотрудников были уволены, а против 3 начаты дисциплинарные и даже уголовные расследования. Было также принято решение провести полную модернизацию системы безопасности учреждения, включая установку новых камер, усиление охраны и переработку политики взаимодействия между заключенными. Для женщин, оказавшихся втянутыми в эту ситуацию, история стала не просто личной трагедией, но и борьбой за восстановление справедливости. Некоторым была оказана психологическая помощь и предоставлены условия для получения юридической поддержки. Этот случай стал предметом обсуждения на уровне штата и послужил толчком к пересмотру правил в ряде других исправительных учреждений по всей стране. Он напомнил, что даже в местах лишения свободы женщины имеют право на защиту, уважение и безопасность права, которые не должны нарушаться ни при каких обстоятельствах. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.